Всем привет! Вы на канале Вязаные истории. Меня зовут Юлия. Я очень рада видеть вас в этой заключительной части по вязанию зайчика. Сейчас мы будем с вами вязать штанишки. Вот такие они получились. Вязала я их из пряжи Yarnart Jeans. У меня был полный 50-граммовый моточек. И после вязания осталось 13 грамм. И вяжу я эти ниточки крючком 2 миллиметра. Все, больше для вязания именно этих штанишек нам ничего не понадобится. Все остальное мы связали в предыдущих частях. Если вы их не видели, то переходите в описание под видео, там есть все ссылки. Ну а те, кто уже связал основную часть, зайчика и футболочку, продолжаем вязать штанишки. Приятного вязания! Вначале мы набираем цепочку из 80 воздушных петель. Набрали 80 петель, берем заиньку и измеряем, достаточно ли нам этой длины. У меня как раз сходится на животике. Если у вас не сходится, то или добавляйте побольше петелек, кратное 2, например 2, 4 еще можно довязать, либо же наоборот, провязывайте меньше, регулируйте по объему живота своего зайчика, чтобы шортики не оказались ему потом малы или большеваты. Теперь нам нужно эту цепочку соединить в круг. Присоединяемся в первую петельку. Соединительным столбиком. Провязываем одну воздушную петлю. В конце каждого ряда мы будем провязывать воздушную петлю. И теперь в эту же петлю, куда мы сделали соединительный, мы провязываем первый столбик без накида. Далее уже во вторую петлю следующий столбик. И в общем нам нужно провязать по кругу 80 столбиков. Довязали весь ряд, 80 столбиков. Далее мы с вами присоединяемся в первый столбик в начале ряда соединительным столбиком и провязываем воздушную петлю. Следующий ряд также начинается с этого столбика, в котором мы только что провязали соединительный. Сюда провязываем столбик без накида. Получается, теперь второй, третий и четвертый ряд провязываем точно так же по 80 столбиков без накида. В конце провязываем соединительный столбик и воздушную петлю. Закончили вязать 4 ряда. В четвертом ряду присоединяемся соединительным столбиком и провязываем еще 4 соединительных столбика. То есть в следующую петлю соединительный, еще в третью, во вторую, третью и четвертую. Мы с вами провязали 1, 2, 5 соединительных столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Это делается для того, чтобы вот здесь у нас с вами сейчас осталось место для хвостика. Дальше провязываем 2 воздушные петли. И в следующих рядах мы уже вяжем столбики с накидом. Делаем накид, в следующую петлю провязываем столбик с накидом. В следующую петлю вяжем прибавку из столбика с накидом. Далее нам нужно провязать 2 столбика с накидом прибавка и так повторить 23 раза. До конца ряда у нас с вами должно остаться 4 непровязанных столбика.
Вяжем первый столбик с накидом, следующую петлю, второй и следующую петлю прибавку из столбика с накидом. Повторяем так еще 22 раза. Провязали этот ряд. Теперь мы с вами делаем воздушную петлю, ниточку немножко вытягиваем подлиннее и ее обрезаем. После просто спрячем с помощью иголочки. Вот на данный момент что получается. Теперь нужно присоединиться в первый столбик в начале ряда. И провязываем сразу 2 воздушные петли. Теперь делаем накид и в эту же петлю, в этот же столбик провязываем столбик с накидом. Вот так это получилось. Дальше вяжем столбики с накидом по всему ряду, без прибавок уже, до вот этого столбика. Провязали. У меня сейчас получилось в этом ряду 95 столбиков с накидом. Дальше мы точно так же, как и в прошлом ряду, делаем воздушную петлю и ниточку обрезаем. Присоединяемся к первому столбику. Набираем 2 воздушные петли. Это у нас идет 7-й ряд. Делаем накид и также в эту же петлю провязываем столбик с накидом. В следующую петлю провязываем еще один столбик с накидом, а в следующую петлю уже прибавку. Две воздушные петли, 2 столбика с накидом, прибавка. Далее мы вяжем 3 столбика с накидом, прибавка, и так повторяем 23 раза. Первый столбик, второй, третий и прибавка. Вяжем так до конца ряда. Получится у нас в итоге 120 столбиков. В конце этого ряда ниточку не обрезайте, мы продолжим, уже будем соединять вместе. Довязали ряд до конца, я вам неправильно сказала, у меня получилось 119 столбиков с накидом, и если считать вот эти 2 воздушные петли, то будет 120. Теперь мы с вами продолжаем вязать дальше, не обрывая ниточку, набираем 10 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, 9 и 10. И присоединяемся в первый столбик соединительным. Делаем 2 воздушные петли и вяжем также, начиная с этого же столбика, куда присоединились. Столбик с накидом. Далее вяжем уже по кругу только столбиками с накидом, без прибавок. Также по цепочке доходим, довязываем ряд до конца. По цепочке тоже столбики с накидом, присоединяемся в первый соединительным, 2 воздушные петли и вяжем дальше. Всего нужно провязать сейчас 7 рядов по 129 столбиков с накидом. Все, вяжем еще 7 рядов столбиками с накидом. После уже будем разделять на штанинки. Провязали необходимую длину. У меня получилось 7 рядов. Примерьте на своего зайчика, может быть, вам нужно связать еще парочку. Теперь разделяем на штанины. А вот у нас последний ряд, 7-й провязали. Провязываем соединительный столбик. Воздушную петлю
И ниточку опять обрезаем. Всего по кругу вместе с 2 воздушными петлями, их мы теперь тоже считаем как столбик, всего у меня получилось 130 столбиков, поэтому на штанину у меня на одну идет 65. Здесь под хвостиком мы набирали 10 воздушных петель. Получается 5 столбиков идут на одну штанину и 5 столбиков идут на другую. Разделили ровненько. Все, я присоединилась в первый столбик штанины. 2 воздушные петли. И дальше вяжем 65 столбиков с накидом. Здесь я уже 2 воздушные петли полностью делаю как столбик, поэтому в эту же петлю не провязываю, а провязываю столбик с накидом в следующую петлю. Вот так. Ну и все, и так вяжем 65 столбиков. Сразу же хвостик я вывязываю. Провязали 65 столбиков. Теперь присоединяемся к столбику, который у нас состоит из 2 воздушных петель. Я присоединяюсь во вторую воздушную петлю. Снова набираю 2 воздушные петли, столбик с накидом в следующую. Вот так. И еще 2 ряда провязываем также по 65 столбиков с накидом. В конце каждого ряда соединительный столбик во вторую воздушную петлю и набираем 2 воздушные петли. После 3-го ряда штанины присоединяемся также во вторую воздушную петлю, соединительный столбик и набираем 1 воздушную петлю только, потому что следующие ряды мы будем вязать столбиками без накида. Провязываем. Первый столбик, второй, третий, четвертый, 5. И сейчас мы будем с вами делать убавку. Из 3 столбиков, только делая ее как бы защипом. Вот смотрите, я ввожу крючок в следующую петлю, пропускаю вторую и крючок ввожу за 3-ю петлю. Получается, вот у меня 1-я петля на крючке, 3-я петля на крючке, а та, что между ними, просто осталась не провязанная. И теперь провязываем столбик без накида. У нас получился такой небольшой защип. Снова вяжем. Первый столбик, второй, третий, четвертый, 5. И также делаем небольшой защип. Вводим крючок под следующую петлю, вторую пропускаем и захватываем 3-ю. Провязываем столбик без накида. Повторяем так до конца ряда. Вот что получается. 8 раз я уже так сделала, и в итоге у меня еще в конце ряда остается 1 столбик без накида. Провязываем его. И сразу соединительный столбик. Соединительный мы вяжем в 1-й столбик ряда. 1 воздушная петля. Дальше мы уже провязываем ряд из столбиков без накида, без прибавок, без убавок. Получается, это мы сейчас с вами провязали 18 ряд, 19, 20, 21.
3 ряда провяжите просто столбиками без накида. Провязали эти 3 ряда. Дальше присоединяемся с соединительным столбиком, воздушная петля и ниточку обрезаем. Прячем все хвостики с помощью иголочки. Вяжем точно так же вторую штанинку. И переходим к вязанию лямочек. Для лямочки я набираю 38 воздушных петель. И перед тем, как их набирать, оставляем длинный хвостик для пришивания. Хвостик оставили, и уже после этого начинаем набирать цепочку. 38 петель. Примеряйте, может быть, вам потребуется другое количество, больше или меньше. Набрали. Дальше со второй петли от крючка провязываем столбики без накида. Первый ряд провязали, воздушная петля, разворачиваем вязание и провязываем второй ряд, также столбиками без накида. Довязали, воздушная петля, ниточку вытягиваем подлиннее, также чтобы хватило для пришивания, и обрезаем. Вот такая получилась у нас лямочка. Вяжем точно такую же вторую. И давайте сразу покажу, как эту лямочку пришить. Сначала примеряем готовые штанишки. Смотрим расположение лямочек. Я просто уже их пришивала, поэтому знаю, где меня устроит. Так. Я захватываю петельку на штанишках и столбик на лямочке. Мне кажется, тут, конечно, каждый сам сможет самостоятельно пришить, но вдруг все-таки кому-то это понадобится. Получается, пришиваю вот так стежками, захватывая сначала стежок на штанишках, потом стежок на лямочке. И все подтягиваем. С внутренней стороны делаем небольшой узелочек. И прячем хвостик между столбиков. Вот так. Очень-очень просто пришивается лямочка. Все, доделываем штанишки. Штанишки я доделала. Вот что у нас получилось. Все, на этом наш зайчик готов. Благодарю вас за совместное вязание. Надеюсь, увидимся с вами в следующих мастер-классах.